Я приветствую вас, представители знака зодиака Весы. Таро прогноз. Февраль-март 2025 года. Момент перехода между прошлым и будущим. Узнай, к чему все идет. Вот давайте заглянем с вами в будущее. При этом останемся реалистами, поскольку любой прогноз или расклад не расскажет о личной истории каждого из вас. Но я все же надеюсь, мы с вами проведем приятное время и подсказки вы получите. У нас сегодня две колоды карт. Колода 78 дверей, и это метафорические карты, которые обрисовывают мир внешний или ситуацию, которая может сложиться вокруг вас. И колода Таро, которая передаст ваши ощущения или ваш мир внутренний. И планетарные транзиты как раз февраля и марта словно уплотняют для нас пространство, заставляя, может быть, через получение информации. Или когда может создаться обстановка вокруг вас таковой, что мы должны делать выбор. Мы понимаем, что мы живем в моменте здесь и сейчас. Вот этот момент мы можем прочувствовать особенно остро, потому что осознание того, что есть вопросы, на которые мы не влияем, и наша задача адаптироваться к той или иной ситуации. Нам приходится это делать. Смириться, может быть, с какими-то обстоятельствами, оттолкнуться именно от того, что мы имеем, или то, что в нашей жизни складывается. Но это может напоминать сложные энергии внутри нас, потому что это мы можем оказаться словно на выборе. И внутренняя часть нас, она противиться может, мы можем гневаться, нам может что-то не нравиться. Поэтому помним, жизнь не бывает полностью предсказуема и порой напоминает игру в покер. Иногда приходится блефовать, но чаще выигрывать той картой, которая выпала. Давайте узнаем, какие же карты для вас выпадут. И первым делом мы достанем как бы основу нашего расклада, как видят карты, энергии февраля и марта. А потом, к чему все идет, мы соединим эти 2 месяца, посмотрим вот этот момент перехода, или какие энергии будут предпочтительнее, или через какие события это может откликнуться в нашей жизни. Итак, смотрим. Первые 3 карты – это февраль. Энергии февраля для весов. Достанем 3 карты энергии марта. С чем это будет связано? К чему все идет или момент перехода? Что соединит эти 2 месяца или что потребуется от вас? Достанем еще одну карту, от чего вы либо откажетесь, либо что уходит из вашей жизни, или же то, что вам придется трансформировать, видоизменять. В чем ваша сила, в чем ваши сильные стороны, что вам получится осуществить и какие энергии будут помогать. И что будет дальше? Давайте приступим. Что же для вас февраль? Нужно действительно уже где-то в феврале принимать важные решения. Вот очень хорошо передает карта те энергии, с которыми мы можем столкнуться. И мы сами хозяева собственной жизни и судьбы. Нам показана девушка на 2-м этаже горящего дома. И языки пламени уже поднимаются ко 2-му этажу, но она выглянула из окна, она кричит, зовет на помощь. Карта нам передает, что в округе никого. Рассчитывать на кого-то бессмысленно. Вот какая-то ситуация, которая будет зависеть целиком и полностью от вас. По этой карте мы смотрим на нее, да, вроде бы и 2-й этаж не такой высокий, и нам совершенно очевидно со стороны, вот что значит беспристрастное мнение, вот это то, что вам где-то будет помогать, в ваших силах что сделать. Так вот мы видим, что прыгнуть со 2-го этажа не составляет проблем. Да, ну, может быть, синяки, шишки какие-то, но это не угроза для жизни. Но девушка явно не прыгала никогда, для нее это в новинку, и ей просто страшно. Вот где-то может страх или какие-то внутренние сомнения нас останавливать от необходимого шага или от того, что необходимо предпринять, не ожидать чего-то. Может быть, для кого-то из вас карта говорит, уже все сроки вышли, ожидать что-либо бессмысленно. Здесь нужно приступать к каким-то действиям. Но вот этот выбор, как я говорила до карт, действительно сложно сделать. Давайте посмотрим, с чем это может быть связано.
у кого-то напрямую с личной жизнью. Хотя сама по себе карта влюбленной старшего аркана, опять же, это выбор. Вот какой-то основополагающий или жизнеутверждающий выбор вам предстоит сделать в феврале. И надеемся здесь сами на себя. На карте нам показан молодой человек, который шел со своей спутницей и случайно встречает цыганку. И обратите внимание, надеюсь, это видно. Он настолько увлекся тем, что ему рассказывает цыганка, гадалка, что он словно выпал из реальности. А вот эта девушка, которая спутница его, она, посмотрите, словно отступает на полшага назад и наблюдает, делает выводы. Мы можем оказаться, в роли любого, конечно, персонажа. Лучше всего в роли персонажа, который наблюдает. Наблюдает, имеется в виду, и делает выводы. Поэтому вам нужно что-то просчитать перед тем, как сделать вывод. Или на что-то решиться, мои дорогие. Но, тем не менее, это ожидание не должно затянуться. Да, карта говорит о том, что здесь какой-то продуманный момент должен быть. Здесь нельзя поддаваться эмоциям тоже. Даже если мы говорим про эту карту, как то действие, с которым вы не сталкивались. И опять же, отталкиваясь от того, что нам демонстрирует колода карт метафорических. Прыгнуть нужно тоже просчитать, каким образом. Но это вроде как и сделать необходимо, или сделать выбор необходимо. Но он должен основываться на холодном расчете. У вас получится, мои дорогие. Конечно, вы можете и договориться, и какую-то историю продолжать, но, видимо, решить, а надо ли на что-то соглашаться. Мы не рассматриваем только личную жизнь, хотя у кого-то личная жизнь проиграется. А нужно ли затягивать, словно какой-то, уже и без этого, может быть, затянувшийся вопрос, процесс, который находится в решении уже какое-то длительное время. Когда мы говорим ни шатка, ни валка, или какую-то ситуацию, как, к примеру, когда мы на что-то согласились, или мы согласились на ожидание. Нам не сказали да, нам не сказали нет, и вроде бы все складывалось неплохо, и, может быть, и люди были, которым вы доверяете, но тем не менее. Нет обратной связи, или нет обратного какого-то взаимодействия, нет обратных энергий. Смысл ждать, есть или нет, по любым направлениям жизни. Вам придется определять в феврале месяце. Или мы отдаем свою судьбу на волю случая. Вот что-то подобное может быть. И правда, у кого-то будет: я ничего не хочу менять. Я еще подожду. Четверка кубков, вот посмотрите, очень хорошо. Красноречиво нам демонстрирует карта. Ничего не меняется. И в этой колоде карт принципиальное значение имеют двери. Открытый, закрытый и каков ключ. Вот в этой карте ключ. Прыгай. Здесь дверь уже горит. Мы не можем как-то поступить, как прежде. Мы не можем, может быть, найти выход благодаря тому, если мы будем уже проверенные методы использовать. Даже так. Тут организация жизни идет по-новому. Адаптироваться к той ситуации, которая сложилась. И сделать важный выбор. Но, безусловно, не бездействовать. Но мы все разные, безусловно. И поэтому для кого-то я еще подожду, я на что-то не решаюсь. Тут ведь может быть такая ситуация, которая, как ваши выводы внутренние, чему вы отдадите предпочтение на последующий период. Но жизнь меняется. Все три карты именно об этом больше хотят сказать. Хотя я допускаю, что действительно у кого-то будет ситуация напоминать словно вот эта горящая дверь, и нужно все просчитать и действовать. Но для кого-то это обратить внимание, что вокруг вас обстановка уже изменилась и не будет как прежде. Может быть, выйти из какой-то зоны ограничений, потому что нам показан человек в темной комнате, и вроде двери открыты, и ничто ему не мешает, да он сам не хочет. И поэтому кто-то из вас и не захочет. Не захочет принять какую-то реальность или примет во внимание, что нет, я еще подожду, для меня это более предпочтительно. Давайте посмотрим ваши внутренние ощущения, ваш внутренний мир. С чем это может быть связано, вот такой выбор? Как увидят карты Таро? Вопросы дома, вопросы семьи, вопросы личной жизни или денег. Вот, наверное, основополагающие два направления, как личная жизнь, так и
деньги, ну и, в принципе, к этой финансовой энергии можно отнести и имущество или недвижимость. Все то, что к эквиваленту деньги мы все равно приводим, так или иначе. У кого-то это может быть взаимоотношения с конкретным человеком, но все равно обстановка изменилась. Может быть, изменился человек, может быть, какая-то ситуация у человека, кстати, сложилась. Может быть, и у вас сложилась. С одной стороны, вы чувствуете, что у меня сейчас все хорошо. Вот посмотрите, ведь это карта по максимуму. Когда благополучие наше передает, и у вас февраль месяц, это достаточно приятный месяц. По крайней мере, нам показывают про ощущения. Все стабильно. С какого перепугу нам вдруг нужно прыгать? У кого-то может такой вопрос появиться, что нет, что-то ты мне не то рассказываешь. А ведь и карты-то тоже метафорически говорят о том, что мы ничего не предпринимаем. Нас все устраивает. В принципе, ничто не нарушает наш покой. Но, видимо, вот в том контексте, как я сказала, увидеть мир меняется, не будет как прежде. Вам держать руку на пульсе. Пусть не со всеми произойдет какая-то ситуация, я надеюсь, но у кого-то меня смотрят люди из разных стран. И правда, у кого-то вот такая ситуация, словно ну, как такой волшебный пендель, извиняюсь за сленг, может давать как побудительный мотив? Решайся. Давайте посмотрим, что еще, каковы энергии. И карта отшельника говорит, действительно на что-то решиться надо. Может быть, это у кого-то допустим, вы видите, что по вашей работе, я как пример приведу, и нет каких-то изменений, но вот так вот в кулуарах или, в принципе, вы чувствуете, что изменения грядут. И тогда нет смысла выжидать. К примеру, искать работу. Или по аркану отшельник мы занимаемся любимым делом творчеством. И вы, мои дорогие весы, многие из вас творческие люди. И значит, несколько обособиться или продумать какие-то новые варианты творчества, монетизации своего проекта или того, что вы создаете, какого-то продукта. Или, может быть, это связано с переездом у кого-то, правда, когда невозможно оставаться в конкретном месте, в конкретной местности, может быть. Отшельник идет медленно, поэтому где-то карта говорит о подсказке такой, что вот эти продуманные решения, да, или вот этот выбор, он должен быть просчитан холодной головой. Посмотрите, какая холодная карта. Здесь карта символизирует мудрого человека, и это мудрые решения какие-то вы должны предпринять. Не закрывать на что-то глаза. Тут есть к чему-то предпосылки, просто у каждого по-своему. У кого-то, как я сказала, к работе, например, а у кого-то это предпосылки, ну, как первые звоночки, может быть, в личной жизни, или ситуация, которая развивается вокруг вас, в зависимости от того места, где вы находитесь, тут тоже что-то нужно подмечать. Я должна сказать, вам действительно никто не мешает в феврале и хочется расслабиться. Более позитивный месяц, но тем не менее нам говорят, наблюдай, анализируй, делай выводы, адаптируйся и перестраивайся уже, начни как минимум, потому что что-то будет меняться, иначе ты упустишь время. Да, а впереди 1000 неопределенностей. То есть не будет длиться какое-то спокойствие долго. Мы столкнемся с тем, что, может быть, как информация придет на наш порог, которая, ну, такая сумбурная, непонятная. И, знаете, может быть, как вот третья карта, к примеру, конец февраля для нас предоставит какие-то события, новости или сведения, когда мы понимаем, что вроде как и идти-то вперед нужно, а вот куда идти, чем заниматься, непонятно. Здесь может прийти как известие о том, что, к примеру, по работе, да, то, что вы предчувствовали, или то, что у вас на уровне интуиции находится, а ведь правда, в этом именно направлении меняются события на работе. У кого-то что-то подобное может в любой сфере жизни проиграться. Хорошо, кстати, проигрывается карта Луна, это когда наши близкие. И я могу сказать, что у вас есть тот круг, на кого вы можете положиться. Пусть это будет 1-2 человека, но, мои дорогие весы, есть и люди, которые вам готовы прийти на помощь. И, наверное, люди надежные, вот их стоит держаться в какое-то непростое время, потому что будет какая-то словно муть, непонятности. По аркану Луна искусство мелких шагов от нас потребуется, потому что мы словно будем исследовать непознанную землю без карты. И неплохо бы было приготовиться к тому, карта не обрисовывает. У вас 2 старших аркана, хотя первый аркан,
Он больше говорит о благополучии. Ну вот обстановка уже меняется, и для вас идти в ногу со временем – это как минимум то, что нужно. Давайте посмотрим, какие же энергии Марта. У вас есть возможность быть в центре внимания. Заявите себе миру, буквально сделать какой-то квантовый прыжок в будущее. И я не побоюсь этих высоких, может быть, слов или пафосных, потому что тройка жезлов – это всегда карта будущего. Заявить о своей популярности или, по крайней мере, сделать первые шаги, если вы занимаетесь творчеством или у вас какое-то свое личное дело, может быть и бизнес. С другой стороны, нам человек дает как бы знаки. Вот здесь эти знаки могут означать как раз та ситуация или история, который у вас будет складываться в феврале. Будьте внимательны к событиям извне. Или будьте внимательны к информации. Вы не можете что-то оставить в феврале без внимания, потому что первые звоночки именно появляются в феврале. А в марте какая-то ситуация будет развиваться. И для тех из вас, кто вовремя перестраивается или адаптируется правильно, тут как раз и будут очень хорошие перспективы. И даже если камни с неба в феврале, я говорю об этом иносказательно, но тем не менее, какая-то сложная ситуация или непредвиденные события, неважно в какой сфере жизни, вы уже что-то просчитали. Вам словно только вот этот порог или переход между прошлым и будущим будет произвести достаточно легко, потому что какую-то стратегию и тактику вы как загодя, для себя уже имели в виду, или вы уже где-то предполагали. Может быть, вы уже какие-то тезис-планы создавали. Что я буду делать, если что-то пойдет не так? Вот запасной план, может быть, план Б, план С. Мои дорогие весы, вам точно следует иметь. И тогда даже какая-то патовая ситуация для вас будет вот этим квантовым скачком. А вообще, в принципе, заявите себе миру для тех, повторяюсь, кто занимается именно работой на себя. Или, может быть, это фриланс. Или это, может быть, и ваша профессия, но вы всегда мечтали работать самостоятельно. Карта может говорить работать из любой точки мира. И если вы об этом мечтали, или вы мечтали еще одновременно и о переезде, самое время, февраль, подумать, каким образом осуществить свою мечту. Или какие навыки вам нужно приобрести, такое вполне возможно, или ремесло, для того, чтобы иметь эту возможность. Где бы вы ни оказались, продолжать оставаться на плаву и иметь доход. Давайте посмотрим вторая карта. И тогда вас ждет очень даже какое-то приятное продолжение. Посмотрите, выпадает отшельник снова, и действительно идти придется одному. И нам показана карта, что отшельник, он всегда на своей волне. И есть какие-то соблазны. Вот в виде соблазна с какими-то яствами, подарками нам, как в образе, предлагают отшельнику, но он отказывается. Для него важен путь. Придется для себя что-то, знаете, как во главу угла, принципиально важно что-то поставить и продолжать путь. Где-то не тратить деньги, безусловно, потому что отшельник – это дервиш. Он идею преследует. И вот вы словно за своей идеей или конечный продукт, который вы себе определите, или ту цель или намерение. Обязательно нужно иметь, куда я иду. Может быть, вот эти вопросы даже для тех, кто себе не задавал. Что происходит вокруг меня и чего же я хочу добиться? Самое время вот такие вопросы задавать в феврале, потому что все равно что-то меняется. И, может быть, эта ситуация не напоминает вот эту карту, когда как горит дверь, но это постепенные, может быть, перемены, которых мы даже не замечаем. Нам кажется, что ничего не происходит. Но тогда примите во внимание, нам это только кажется. А скорее всего, подсказки вашей интуиции будут очень правильными, как поступить. Работай, у тебя все получится. И эта карта будет говорить о том, что, действительно, какая бы ни была внешняя обстановка, или какая ситуация, может быть, и по личной жизни, для кого-то из вас, мои дорогие весы, вас буквально работа вытягивает, как и, может быть, из какой-то финансовой бреши или из какого-то дна, может быть, и так.
Или как новое дело, новое творчество, новое хобби, или, опять же, монетизация проекта. Может быть, вы к этому приступите, сделаете первые шаги в феврале, потому что на что-то вы не можете надеяться. Что-то начинает меняться. Как обстановка, я говорила, вокруг вас, или первые звоночки, которые вы услышите какую-то информацию. Будьте внимательны, потому что вы можете, ну так вот ненароком кто-то фразу обронил, вы можете ее услышать где угодно, и это принять во внимание. Это как, ну, символ, может быть, того, в какой сфере жизни будут происходить изменения. И скорее мы можем оказаться в такой ситуации, в подвешенной, опять же, когда мы не знаем, как поступить. И если вы либо сами имеете это предчувствие в феврале, либо вы сами уже где-то понимаете, что да, обстановка у меня сейчас нестабильная, тогда самое время делать выводы и приходить к одному какому-то знаменателю, который вы продолжите в марте, рассчитывая где-то сами на себя, но это для вас будет служить, если мы говорим по работе, действительно каким-то хорошим подспорьем и прогрессом, и словно прыжком в будущее, новое качество жизни. Но в марте еще многие события будут развиваться, именно то, что касается вашего плюса. Или когда вопрос касается денег, так тут будет зависеть от вашей настойчивости. Что бы ни происходило вокруг, вы, это как совет, вот этот мастер, который выполняет тату, обратите внимание, стеклянная дверь в его кабинет, и девушка-неформалка за ним наблюдает. Он даже как будто специально сделал дверь прозрачной или возможность наблюдать. Или мы скажем, странное тату, которое он выбивает на спине у молодого человека. Но остается только догадываться, почему молодой человек решился на такой шаг, выбить странное такое тату. И тем не менее, мастер продолжает просто свою работу. Ему абсолютно все равно, что преследует молодой человек, наводя такой узор на своей спине, или что думает девушка-неформалка. Может быть, она просто наблюдает, а может быть, она себе тоже еще очередное решила сделать тату. Ему все равно, что думает его пациент или его клиент. И что думает тот, кто за ним наблюдает, он просто продолжает свое дело. И правда, когда мы увлеченно занимаемся любимым делом, можно пропустить и апокалипсис, и из какой-то сложной ситуации выйти победителем. Для вас будет именно ваше увлечение или любимая работа. Может быть, ее где-то видоизменить, или ваше дело. Она вас словно вытягивает из каких-то сложных ситуаций, служит вам и вдохновением, и поддержкой, и одновременно еще и источником дохода. Какое-то ожидание должно быть закончено. Но просчет, карта шут. Мы не шуты, мы должны вот эту пропасть увидеть, смотреть где-то под ноги, куда мы идем. Или что-то, ну, детализированным просчитать и вместе с тем быть готовым корректировать наши планы. Но ожидание должно бессмысленное, если закончится. Давайте узнаем ваше внутреннее ощущение. С чем может быть связан март месяц? А вот и правда, аркан повешенный. И это всегда тупик. Мы не решаемся сделать выбор, мы не решаемся буквально, наверное, как у Бродского, не выходя из комнаты. Ну, в стихотворении, довольно старом, имеется обратный смысл. Не выходя из комнаты, пора уже давным-давно выйти. И вот аркан повешенный, правда, если мы ничего не меняем, если мы не хотим увидеть обстоятельства, ну, то и в нашей жизни ничего меняться не будет. Мы, ну, словно себя, свою жизнь поставили на паузу. И это жизненный тупик, поэтому как минимум выйти судьбе навстречу. У кого-то карта может обрисовывать личную ситуацию, может быть, была прежде какая-то разрушительная, более чем разочаровывающая, как и ситуации, отношения, контакты с человеком. И все же карта говорит, поставь в этом точку. Тебе пора, может быть, подумать о самом себе. Иначе этот тупик никогда не прекратится. От ваших действий будет зависеть, как и этот тупик, выйдете ли вы из него. Или будете соглашаться, когда ни шатка, ни валка. Или соглашаетесь, может быть, на какие-то обязательства. Вас могут тут и уговаривать на что-то. Кстати, выбор. Может ведь карта говорить и о том, что кто-то будет уговаривать, склонять к тому,
Ну, может быть, вложиться в его проект, к примеру, потратить деньги. У кого-то финансовая ситуация может проигрываться, именно вопросы денег, и у вас показана семья, может быть, взять на кого-то, за кого-то из близких даже обязательства в плане платежей. И я такое тоже могу предположить. И тогда будьте внимательны, мои дорогие весы. Вот уже в марте какая-то ситуация стопора может быть. Или деньги вы, к вам, например, они не приходят, вы их не получили, а тут нужно какой-то платеж, к примеру, да, проплатить. Или когда вы заключили договор, взяли, может быть, поручительство какое-то, и вы доверяете человеку, но у человека помимо вас может сложиться, ну, вот совершенно нежданно-негаданно какая-то, опять же, обстановка, когда он не платежеспособен, платить придется вам. И вы тогда себя словно загоняете, опять же, в какой-то тупик. Тут наоборот, из всех тупиков надо выходить, мои дорогие весы, перевернуть, вот словно перелистнуть страницу собственной жизни, как на 180 градусов, на чистой странице новую главу начать писать. И если вы это делаете, вот посмотрите, наш повешенный танцует. Но если мы на что-то не решимся, ситуация не будет меняться. Ну, наверное, как в той поговорке, если ты не вожак, то и пейзаж не меняется. А вам нужно вот этот пейзаж и изменить. Нужно быть в первую очередь вожаком для самого себя. Ваши ощущения, ваш мир внутренний, Март. Ну, карты живут своей жизнью. Второй старший аркан. Здесь будут, с одной стороны, вдохновение. По аркану шут всегда. Новые возможности у вас будут. Но захотите ли вы это увидеть? А для кого-то, кто захочет, тут жизнь может заиграть новыми красками, новыми возможностями, новыми способами заработка. Или когда ваша мечта, тройка жезлов, превращается уже не просто в цель, а когда, может быть, вы предварительно много думали, просчитывали, проигрывали, словно примеряли на себя один, второй, третий вариант, вот о которых я говорила, и вы найдете этот выход, вы его находите, но быть все же осторожному стоит, абсолютно для всех. Потому что по аркану шут мы можем оступиться. И еще один старший аркан. И здесь, мои дорогие весы, у каждого по-своему, видимо, будет этот самый месяц март. Для кого-то из вас, тот, кто, ну, вот эту паузу не прекращает, все равно будут перемены. Колесо фортуны нам как раз об этом и говорит. Даже если ты ничего не хочешь менять, ветер перемен врывается в твою жизнь. И какие-то обстоятельства, ну, могут приходить как с решением человека или внешняя какая-то обстановка, атмосфера, она заставляет вас принять какую-то новую реальность. Но для тех, кто как раз ждет вот этих перемен, может быть, это вы, ведь я допускаю, что кто-то в феврале, наоборот, ждет, когда же закончится вот эта какая-то затянувшаяся, ну, словно петля или история, повторяющаяся из раза в раз. И тогда у вас уже в феврале вы продумаете какой-то очень правильный план или 3 плана. Но думая об этом, и обстановка-то тоже, мы говорим, она трансформируется, и вы увидите, как вам нужно правильно действовать. Так вот этот самый квантовый прыжок или какую-то тему злободневную, вопрос или собственную самореализацию вы можете, ну, вот так резко продвинуть вперед в марте месяце, потому что колесо фортуны говорит, возможности будут. Но тут самое главное действовать быстро. Да, это буквально фортуна, но, как известно, это колесо циклично. Оно идет вниз, а потом идет вверх. Вот для вас оно идет вверх. Но здесь нужно быть и осторожным, и не ожидать чего-то, что происходит само по себе. Потому что держать штурвал нужно ближе к центру. Потому что если мы находимся словно с краю, или мы в самый последний момент как бы, ну, решаемся что-то сделать, и тогда больше риска. Поэтому какая-то продуманность с февраля. Все карты словно кричат об этом. Здесь будет помогать вам пространство, но как взаимодействовать, что или на что решиться, если мы прежде об этом не думали, или мы даже не допускали, что жизнь вокруг нас меняется, ну тогда это будет сделать сложнее. Давайте посмотрим момент перехода. И опять же, пятерка пентаклей, она говорит, любая пятерка, это какая-то, ну, знаете, некоторая неразбериха. И по пятерке пентаклей тут как недопонимание, или недопонимание среди близких, или какая-то ссора,
Или, может быть, когда мы ничего не меняем, нам опять же показан человек, который ничего не делает. Он просто сидит и ждет. Как минимум встать нужно. Может быть, выйти вот из этого учреждения, которое явно он-то и надеется получить там помощь. Вряд ли он получит ту помощь, которая в полном объеме. Он может получить какой-то минимум, и насколько это ему поможет, неизвестно. Так и мы, надеясь на что-то, да, какой-то минимум вы можете получить в этот момент перехода. Но, тем не менее, жизнь не играет всеми красками. Посмотрите, вы действительно должны выйти словно из замкнутого пространства или на что-то решиться. И как только вы решаетесь, сама Вселенная, судьба или колесо фортуны вам помогает. Для тех, кто будет просчитывать, откуда к вам приходят деньги, и обратите внимание, никакого места риску. Я должна сказать, что мне пишут иногда в комментариях, как-то написали на почту, скажите, выиграю ли я в лотерею. Мои дорогие, сразу скажу, все мои расклады ни разу не про лотерею, потому что я сама никогда в лотерею не играю, и ни один мой расклад в этом не проиграется, даже не рискуйте. Более того, я добавлю, Плутон в Водолее на все 20 лет. Риск может закончиться крупным проигрышем. Надейтесь сами на себя. Но если вы предпринимаете какие-то попытки, шаги или пытаетесь решить финансовую ситуацию, пытаетесь решить, ну, как приумножить свои доходы, если личное дело, творчество, или ищете новую работу. И искать ведь тут тоже надо грамотно. Не когда вы написали, допустим, резюме, там в 1000 каких-то, возможно, организаций и сидите, ждете. Нет, здесь больше нам говорят о том, что, ну вот осознанно подойти, чем я хочу заниматься. Все же тут именно любимое дело какое-то вас словно вытягивает из болота. Вот у кого-то так проиграется. А те, которые имеют любимую работу, любимое творчество или личный бизнес, который вам нравится, какой-то проект продвигать, вы себя словно из любой какой-то патовой ситуации вытягиваете вперед. Февраля-марта вы перестраиваетесь, и тогда для вас будет какой-то финансовый успех. Но часто шестерка пентаклей говорит как помощь свыше. И свыше это не значит, что манна, да, как лотерея, нам буквально в руки упадет. Нет, здесь от ваших приложенных усилий, потому что 6, если по нумерологии, это вершина наших действий. Они укладываются, наши действия, вот в формате от 1 до 6, если мы опять же берем числа. Мы с чего-то начинаем, постепенный вот этот прогресс, и как итог это 6. Ну, или гексаграмма, как китайская, да? Поэтому ваши усилия окупаются сторицей при помощи высших сил. Сама Вселенная, наверное, хочет вас поддержать, чтобы ваши усилия не пропали даром. Поэтому для тех, кто на что-то решается, или для тех, кто продолжает именно какой-то свой, может быть, путь, как отшельник. С вами могут не разделять ведь ваши взгляды, и поэтому пройти вот так вот в одиночку достаточно сложно. И потом продолжить этот путь. Посмотрите, снова продолжается карта. Или для тех, кто, допустим, сейчас в одиночном плавании, но вы точно знаете, мне надоело это одиночество. Ну тогда не сидите в заперти, выйдите судьбе навстречу, и тогда вот выход из этого какого-то небытия, словно вам пространство может подарить новые отношения тоже по аркану Шут, и это может проиграться. Но будьте осмотрительны. От чего вы откажетесь или что вам придется пересмотреть, делать выбор. Шестерка кубков. Вы можете пересмотреть отношения по части отношения с близкими или какая-то прежняя личная история. Это карта ностальгии. Кому-то вот от этой ностальгии нужно отказаться и сделать выбор. Может быть, если прежняя история была грустной, это не значит, что все остальные будут точно такими же. Ну, видимо, принять, что реальность меняется, и мы должны следом за нею измениться. Здесь может эта карта проиграться, и так что правда. Где-то через родственников приходят вопросы, которые, как вот я обрисовывала, по финансам могут перекликаться. Или для кого-то из вас прежние отношения, которые длятся длительное время, они тоже будут меняться. И здесь двояко. У кого-то отношения могут перейти в дружбу или даже в партнерские отношения по бизнесу, когда вас будут
но интересовать общее направление или общая работа. И для тех, кто занимается творчеством или личным делом, у вас может быть как поддержка в виде того человека, которого вы знали какое-то долгое время. И тогда ваши отношения, может быть, действительно заинтересованность через деньги или через какой-то совместный проект. И тогда вполне вероятно, доверять или не доверять, такой вопрос стоять у вас будет. С одной стороны, рассчитывайте сами на себя, но я не могу отрицать, что для кого-то этот человек, будет именно помощником. В какой-то, по крайней мере, в каком-то контексте, в каком-то проценте вашей работы он может быть вам чем-то полезен, или, может быть, эта дружба будет продолжена, но тогда отношения, они будут все равно видоизменяться. Вот будьте готовы к переменам, у каждого по-своему, здесь эти перемены на пороге. Вам придется что-то видоизменять, а у кого-то, может быть, перемены будут связаны с тем, что вы получите известие от ваших близких, может быть, далеких родственников или от ваших детей, что в их жизни что-то меняется, и это каким-то образом будет тоже влиять на вас, и вам тоже придется где-то меняться. Может быть, тут по-разному. Давайте посмотрим, в чем ваша сила. Откуда к вам приходит успех? Видимо, ожидание должно закончиться. Карта искаженного восприятия. Нужно увидеть реальность. Как только вы ее увидите, тогда вы правильно оцените обстановку, что вам делать, чем вам заниматься. Ваши силы или ваши полезные навыки, или ваши какие-то сильные стороны, которые вы можете переложить, может быть, на вашу мечту, намерение, цель, и просчитайте, как действовать. Но глаза нужно открыть, обратите внимание, или заметить то, что происходит вокруг вас, у кого-то так, или на что-то решиться. И что же будет дальше? Вообще карта короля Пентаклей человека, который достаточно уверенный в себе. Иногда проходят наши близкие, и какая-то история личной жизни может быть продолжена. Это может быть продолжено как новые отношения, но нужно быть реалистом, да, говорим. Для кого-то из вас все то, что я говорила по деньгам, по личному делу, творчеству, вы действительно сумеете заработать деньги, вы останетесь довольны. Для кого-то из вас может быть смена места жительства или куда-то переезд, потому что часто по королю Пентаклей, где-то проходит и наша недвижимость тоже. Самые разные направления, которые в конечном итоге можно свести к финансовому эквиваленту. Они стабилизируются. Вот что будет дальше. И ваша задача, не случайно восьмерка вам выпадает Пентакли и говорит: работай, и у тебя все получится, продолжай. Или ты победишь, или у тебя не хватит терпения. Но продолжать имеется в виду именно какое-то мастерство, творчество, работу, которая приносит и радость, и деньги. Где-то к этому контексту на переходе 2 месяцев сводят вас карты. А может быть, это и по отношениям, но тогда тоже какая-то работа над отношениями. Здесь не происходит все само по себе. И, может быть, потребует работы над собой для вас. Ведь выйти из этого отшельника или выйти из какого-то тупика нам нужны силы, душевные силы. Или словно прозреть, у кого-то тоже так может проиграться. Перекладывайте на себя, мои дорогие весы, и будьте счастливы, будьте любимы всегда.